Сейчас время отпусков, люди путешествуют, и в Пловдиве очень много туристов. Я приготовила вам краткий обзор, чем заняться в Пловдиве летом. Привет! Вы на канале «За чашкой кофе». Стартуем с главной достопримечательности Пловдива под открытым небом, и это старый город. Летом в Пловдиве очень жарко, чему лично я очень рада, но некоторым 38-40 градусная жара может доставлять дискомфорт. Старый город находится на холмах, и иногда подъем может составлять 80 градусов. На машине туда не подъедешь, только пешком. Поэтому я советую летом изучать старый город либо рано утром часов в 7 утра, либо поздно вечером после 9 вечера. И обязательно иметь при себе удобную обувь с толстой подошвой, чтобы ступни не болели от хождения по брусчатке. Обязательно возьмите с собой воду и шапку, а в вечерние часы спрей от комаров. Список музеев в Пловдиве можно посмотреть в интернете и подобрать интересные лично для вас. Музеи в Пловдиве в основном открыты до 5-5:30 вечера. Шоппинг. В Пловдиве есть 3 молла. Первый находится в районе Траки и называется Пловдив Плаза. Это довольно большой молл, и если заходить почти в каждый магазин, то можно провести там целый день в кондиционированном помещении. Внутри есть кафешки, но учтите, ровно в 8:50 вечера весь народ должен освободить помещение, потому что ровно в 9 молл закрывается на замок. Следующий молл называется молл Пловдив, и находится он в районе Смирнинский. Лично мне этот молл нравится больше. Он не такой большой, как Плаза, но, как по мне, чем меньше времени я потрачу в магазинах, тем лучше. Фирмы магазинов озвучивать не буду, прикреплю ссылочку на их сайт в первом комментарии. И третий молл называется Марково ТП. Кроме магазинов здесь есть фудкорт, кинотеатр, и в некоторых помещениях можно курить. Кстати, не проходите мимо магазинов, которые находятся на главной улице Пловдива. Из моего опыта здесь есть качественные товары, которые по ценам могут быть ничуть не дороже, чем в моллах. Мнение не покупать в турместах, потому что цены для туристов в этом случае здесь не всегда работает. Недавно на главной улице открыли сказочный магазин сладостей. Обязательно посетите его, даже если у вас нет маленьких детей. Вы окунетесь в волшебный мир детства. Развлечения. Всегда приятно пройтись по главной улице в любое время года.
Также прогуляться по парку и посмотреть на шоу поющих фонтанов. В обычные теплые дни шоу проходит в четверг, пятницу и субботу в 20:30 вечера. А с середины июля до конца августа шоу начинается в 21:30 ежедневно, кроме понедельника. В Пловдиве есть два аквапарка. Один находится в Тракии, другой в гостинице Санкт-Петербург. И если просто захочется поплавать в бассейне в знойные дни, поваляться там на солнышке, то можно зайти в любую гостиницу, в которой есть бассейн, просто заплатив за вход. Только учтите, если у них full booking, они могут не продать билеты. Бассейны есть в гостиницах. Как я уже сказала, Санкт-Петербург, Гранд Отель Пловдив. Но вот бассейн в Гранд Отель Пловдиве, он закрытый, и он больше подойдет для плавания по здоровью, чем для какого-то пледжера. Но в отеле Ромада в Тремоциуме есть прекрасный бассейн, открытый, и там можно поваляться на солнышке и на шезлонге. В Пловдиве постоянно происходят фестивали. Они есть и на главной улице, и на Гребной базе, а в этом году открыли новую локацию на Молодежский холл в парке. Там были фестивали международной кухни. Там же есть площадки для детей и летний кинотеатр. Везде в городе есть концерты как платные, так и бесплатные. В этом году на Гребной базе было два фестиваля с участием известных перформеров, таких как LP, Ван Бюрен и Мани Афроджек. Прекрасные концерты, а также постановки оперы и балета проходят в амфитеатре Старого города. Опера Набока, Анна Каренина. Приезжал великий скрипач, который играет на скрипке Страдивари, и который снялся в роли фильма Паганини Дэвид Гаррет. Ну а если вам интересна музыка джаз, то погулять по Капани можно заглянуть в бары, и, возможно, вы встретите вот таких местных музыкантов, как встретили мы, и получили огромное удовольствие. И да, Капана само по себе прекрасное развлечение. Это бесконечное число ресторанчиков, пабов, баров не оставит никого равнодушным к богемной атмосфере данного места. Bodies move to the groove and the light that flickers. We get lost in the crowd, it's getting thicker. We get away from the drinks and chatter.
Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air get thinner. I'm standing in a blurry dream. No one else can see us. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Если вы приезжаете в Пловдив в июне месяце, то по дороге в Старосел застанете цветущие лавандовые поля и сможете не только полюбоваться ими, но и сделать пару снимков, как это сделала я и многие другие люди. Благо, все декорации имеются непосредственно на месте. Также по дороге полюбуйтесь прекрасно цветущими подсолнухами. As we dance. As we dance. И, конечно, не забывайте, что всего в 20 минутах от Пловдива вы встретитесь с мистическими горами Родопи, которые лично я обожаю и обязательно рекомендую к посещению. Если вы с детьми, то обязательно посетите конную базу Фригопан в селе Царацево. Всего в 2 километрах от города расположился целый комплекс, в котором помимо любительского и профессионального катания есть отель и ресторан. Кстати, меня часто спрашивают, в какой гостинице лучше остановиться в Пловдиве, в котором есть огромный выбор отелей. Это правда, но если вдруг вы не нашли ни одного по вкусу, то рекомендую посмотреть отели в Асеновграде, который находится в 20 минутах езды от Пловдива по хорошей дороге, или посмотреть в селе Марково или Белаштица, который находится в 5 и 15 минутах от города на машине. И, возможно, сельское лакшери уединение вам подойдет больше. Я желаю вам прекрасного лета, незабываемых отпусков. И если это видео вам было полезно, то ставьте лайк, чтобы потешить алгоритмы YouTube, так больше людей смогут увидеть это видео. На этом все. Пока-пока.